Зовите доктора, у меня пациентов упал в обморок. Хочется прям тебя спросить по поводу life-work balance, но как-то это вообще даже звучит неприлично. Я работал в таком месте, где ломали челюсти, наверное, 3-4 раза в неделю. Слава богу, что начал об этом рассказывать, но у меня же комплекс неполноценности начал развиваться. Вот. Рядом со мной живут биллионеры. У нас пациенты есть биллионеры. Толик, ты что загоняешься, блин? Вообще, что происходит? Ты когда жить-то собираешься? Джефф Безос, Том Брейди, Трампы. Я задавал практически совсем не те вопросы, которые планировал задавать. Друзья, привет! Сегодня я встречаюсь с Анатолием Рипой. Это потрясающий человек, это очень успешный врач, основатель стоматологической клиники из Майами. Он всего за 7 лет в одном из самых роскошных районов Майами, Балл-Харбор, создал стоматологическую клинику, в которой улучшают свою улыбку звезды, селебритис и так далее. Сегодня мы с Анатолием поговорим о том, какова была его история, как вообще он попал в Соединенные Штаты, через что ему приходилось проходить, с какими сложностями справляться, что самое главное в майндсете успешного предпринимателя, который делает успешным. Откуда это все взялось, откуда появились знаменитости и вот эти громкие имена, которые являются его пациентами, почему он, а не какие-то другие доктора могут себе позволить настолько прекрасную, роскошную жизнь, почему в его клинике совершенно другая атмосфера, я в этом убедился сам лично, и что делать людям, которые размышляют, стоит ли им ехать в Америку и делать здесь бизнес, и как принять это решение. Вот обо всем об этом сегодня мы с Анатолием поговорим. Спасибо. Привет. Спасибо за вступление и здравствуйте всем. Анатолий, слушай, у тебя, очевидно, интересная история, потому что ты очень хорошо говоришь по-русски, очевидно, что это твой родной язык. И я знаю, что прежде чем прийти вот к этому положению дел и к тому успеху, который у тебя сегодня есть, тебе через многое пришлось пройти. Я не знаю, ты вообще вот родился в каких-то особых пеленках, какой-то особой богатой семье? Как вообще это было? Откуда ты изначально? Началось все это, наверное, с Советского Союза. Родился я в Советском Союзе, когда еще было все вместе. Уехали мы из Советского Союза в 1989 году. То есть это был еще Советский Союз. Мы были одни из последних, наверное, иммигрантов, которые должны были пройти через всю иммиграцию. То есть мы не ехали напрямую в Америку. Мы не знали, куда мы едем, что мы едем. Мы должны были избавиться от всего, что мои родители нажили, упаковать, наверное, в ящики. Мы покупали веники, потому что думали, что их можно будет продать в Италии и на что-то жить. Потому что Веники для бани? которые заметают. Веники, которые То есть покупали все, что возможно, на что можно было жить. Потому что нам меняли всего 60 рублей. Было, наверное, по 67 копеек тогда доллар стоил. И, то есть где-то 90 долларов на человека. И это мы уезжали из страны на всю жизнь. Без ничего. Мы не знали, куда мы едем, что мы едем. Мы сначала поехали в Австрию. Там прожили несколько дней. Потом мы в Италии прожили несколько месяцев. И в конце концов вот на эти вещи, которые мы покупали, продавали в Италии, мы жили. Потому что нужно было квартиру арендовать, нужно было кушать что-то. Интересная история. В Италии были дешевые крылья индюшки. Их называли крылья советы. Крылья совета? Да, потому что все русские, иммигранты, мы все были русские в то время. Нас в Италии называли русскими. И русские покупали крылья совета. Это были крылья из индюшки, потому что они были самые дешевые. Это был как отход от производства. Итальянцы их есть не хотели. Думаю, что нет. Слушай, у меня такой вопрос. Вот твои родители, чем они занимались вообще? Как они решились на это? То есть бросить все там десятилетия. Они же выросли наверняка тоже в Советском Союзе. У них была сложная жизнь. Да. Бросить все обнулить и просто как бы сделать вот этот шаг в полную неизвестность, имея какие-то, совершенно очень ограниченные деньги и так далее. Как они на это решились?
Сам не понимаю. Честно говорю, это шок для меня сейчас. И я понимаю, на что они прошли, потому что они уже были не молодые. Наверное, подтолкнуло, что их. Это экология на Украине. Мы жили в Черновцах, и почему-то в это время дети начали лысеть и имели какие-то медицинские проблемы. И у меня была племянница маленькая. Мы не хотели рисковать, и это подтолкнуло, наверное. Потому что, в принципе, они не хотели ехать. У них было все устроено по советским понятиям. Машина, квартира, папа работал в цеху, зарабатывал, делал дела. Там все крутились. В Советском Союзе все крутились. Особенно туда вот западнее Украина и западная часть, она еще была более как бы либеральная, чем там, где я вырос, там, в Поволжье и так далее. То есть она была более бизнесовой. 100%. Да, рядом граница, Европа, много границ. Это граница с Румынией и Польшей. То есть у нас постоянно ездили и поляки, и румыны ездили. Но мы торговали этими продуктами. Папа просто там работал в цеху и там чем-то занимался. Мама была медсестра. Но я вообще с семьи всех врачей, все в семье были врачи, кроме моего отца, который был инженер. Все остальные были медики. Хорошо. Но я вот когда думаю над этим, вот честно говоря, я представляю сегодня, вот давай, если попробовать представить сегодня, какой невероятный уровень смелости нужно иметь для того, чтобы вот так вот встать и сказать: окей, у меня есть беспокойство, то есть пока еще нет никаких проблем со здоровьем моих детей, но у меня есть беспокойство в отношении будущего моих детей, и я хочу им дать новую жизнь. Поэтому нахрен я все бросаю фактически, да, пытаясь что-то сохранить, но очевидно, что это невозможно. И вот делаю шаг в полную неизвестность, другая культура, другие страны, другой язык. Причем еще непонятно, какая страна, потому что я так понимаю, что вы в Вену выезжали, а там уже решали, куда двигаться. Да. Кто-то как бы в Италию. Ездили по израильской визе. Кто-то в Израиль, кто-то там в Америку решался. Но могли не решить заехать. То есть это мы не знали, разрешат или не разрешат. То есть какой потрясающий уровень смелости нужен для того, чтобы на это решиться? Это, наверное, такая штука, за которую ты необычайно благодарен своим родителям за эту смелость. Наверное, эта смелость вложена, когда любому предпринимателю должна быть смелость. Потому что любой бизнес — это смелый шаг. Если я боюсь постоянно, наверное, я бы не сделал этот шаг тоже. Скорее всего, это от мамы. Моя мама больше была такая авантюристка, которая делала какие-то бизнесы, даже не зная, что. Сначала она делала, а потом решала, что получается, нет. Потрясающе. Слушай, вот ты приезжаешь в Америку. Сколько тебе лет было, когда вы приехали? 21 год. 21 год в Америку. Какой у тебя был уровень английского? 0. То есть нормальный? Я учил английский в школе, но если вы помните, в школе нужно было, чтобы сдать экзамен, нужно было 10 предложений воспроизвести. У моего брата была хорошая знакомая, которая училась на Иньязе, и она меня тренировала по всем темам 10 предложений. И когда я приехал в Америку, я знал одну фразу: how to get to. То есть как добраться до. Но если бы кто-то мне сказал бы, допустим, ответ, как туда добраться, я понять бы не смог. Главное, вопрос ты мог уже задавать. Окей. 21 год, то есть у тебя, очевидно, уже есть диплом о среднем образовании. У тебя было какое-то еще образование? Да, я закончил среднюю школу «Золотой звездалью» и закончил с красным дипломом медицинское училище по стоматологии, зубной технике. У тебя было медучилище по стоматологии, зубной техник, это круто. Потому что, насколько я, кстати, не очень в курсе, но, по-моему, зубные техники, они не лицензируются. Нет, в Америке нет. В Америке не лицензируются. То есть технически, обладая навыком, ты, как зубной техник, мог начинать работать. С чего началась твоя жизнь и работа в Америке? Наверное, первое, что было, когда приехал в Америку, это был шок. Потому что 21 год я был уже зубной техник. Я мог зарабатывать там неплохие деньги. Зубные техники в Советском Союзе зарабатывали неплохие деньги. Мне было 20-21 год. Так. И я мог заработать 100 рублей в день. Вау, 100 рублей в день. В то время. Зарплата инженера в то время составляла 125 рублей средняя. Да. Машина, женский пол. Все было, в принципе, налажено. И если ты приезжаешь в Америку, ты никто. Называется off the boat. Да, только с корабля. А ты чувствовал, что где-то все-таки что-то пошло не так, когда ты приехал в Америку, и ты как бы
перспективный молодой советский зубной техник, как бы хорошо зарабатывающий, и вдруг попадаешь в Америку. Ну, Какое у тебя было ощущение вообще? ну, проблема в том, что, в принципе, я вижу, как другие люди живут, и вижу, что можно зарабатывать. Проблема, конечно, языковой барьер. И был парень молодой, 21 год, то есть это девушке, наверное, легче устроиться на работу. Да? Ну, потому что в магазин, допустим, можно устроиться. Какая-то сфера Да, услуг. какую-то сферу услуг. Плюс симпатичная женщина всегда, мне кажется, больше привлекательная, чем молодой человек. Я просто ходил по всем магазинам, по улице, потому что машины не было, и спрашивал, нужна ли вам помощь. А где это было в Америке? Это было в Бруклине. Бруклин, Как все иммигранты в Нью-Йорке, в Бруклине, Бруклин, прямо в Нью-Йорк. настоящем нашем Все Бруклине. иммигранты приезжали туда. Там на Брайтон-Биче можно было вообще не говорить по-английски. Но я хотел сразу в американскую среду. Пошел немножко дальше. А ты на параллельную улицу перешел, поэтому. И На там параллельную искал, да. улицу. Я понял. Шел просто по улице. И в каждый магазин спрашивал, или им нужна помощь. И моя первая работа была как бы разбирать пустые бутылки на выброс. Потому что их сдают бутылки, как стеклопункт был, наверное, Да, в Советском Союзе. прием стеклотары. Прием стеклотары. Вот. И это была моя первая работа. Я получал $3 в час. Вот. $3 в час. И это был какой год? Это был 89-й год. 89-й, но это, наверное, на сегодняшний день все равно минималка где-то... Это меньше, чем... Где-то $7 на сегодняшний день. Минимальная... Это было на кеш, и обычно платили 6,50 минимальная была зарплата. Мне платили $3, но я очень был горд этим, потому что я мог зарабатывать свои деньги и мог купить себе кока-колу или мороженое и не просить у родителей. И опять же, 21 год был, у меня был двоюродный брат, который брал меня в клубы какие-то, и я не должен был просить $10-20 на зайти в клуб или выпить дринк. То есть я был очень горд, что я могу этим заниматься. Хорошо. Но идея была все равно учиться. В Америке, допустим, первый год как иммигрант нам не давали никакой помощи на обучение. То есть нужно было прожить хотя бы год, а потом тебе дают какую-то помощь на обучение в университете. То есть моя идея была все равно закончить университет. И не знал, конечно, буду ли врачом или не буду, потому что английского никакого. Уже 21 год я считал себя уже довольно старым, потому что ребята в моем возрасте уже были в институте, в медицинском институте. Ну, это в Советском Союзе-то, в Америке обычно тоже, 21... в принципе, они заканчивали колледж в 21 год и поступали в медицинский институт в 21. То есть ты чувствовал, что тебя уже обходят? Меня обходят. А я, конечно, был очень устремленный. Закончил школу с золотой медалью, училище с золотой медалью. Всегда хотел, мне говорили, давай, быстрее. Вот. Считал себя, что уже немножко отстал от молодежи. От молодежи. На пару лет младше. Опять же, ты приезжаешь в Америку, мой брат был на 2 года младше, имел машину, девушку, учился в институте, имел какие-то деньги на расходы, а я здесь просто никто. Так, хорошо. Первый шаг в карьере – бутылки за $3. А что дальше было? Я не дожидался года и поступил в колледж. А деньги? В Америке можно брать суду на обучение. То есть ты прям взял суду? Взял суду. Это был университет Long-Island University. Я посмотрел, что в Америке есть такое образование, как фармацевт. И на это нужно было учиться 5 лет, а простой университет, колледж, 4 года. Но когда заканчиваешь на фармацевта, ты имеешь специальность, которой ты мог зарабатывать уже 60-80 тысяч в год просто после колледжа. И я посчитал, что это самая близкая специальность к медицине, плюс ты имеешь профессию, которую ты можешь зарабатывать, то есть уже не будешь голодным. Почему не на медицину? Это было дороже, сложнее? То есть, это все равно медицина. Да. Фармацевт — это все равно медицина. То есть, опять же, я не думал, что я буду врачом, потому что английский у меня был 0, и ребята умные поступают в стоматологические и медицинские институты. Соревноваться с ними я не представлял, что я смогу. Ну, а вот этот выбор, то есть ты не стал ждать... То есть если бы ты подождал год, там повалял дурака, грубо говоря, занимаясь мытьем бутылок,
то через год ты мог бы получить финансовую помощь и не брать суду. Не брать суду в таком количестве. Все равно, допустим, я поступил в частную школу, там нужно было бы брать суду в любом случае. Мгм. Но, допустим, моя школа стоила 20 тысяч в год. Мне давали, допустим, 7-10 тысяч помощь, и остальное должен брать суду. А здесь я взял суду на всю сумму. То есть риск, опять же, риск То есть время для тебя точно было дороже денег уже тогда. 100%, да. То есть М. время, наверное, опять же, наверное, не совсем осознавая, неосознанно я понимал, что время не купишь. Поэтому время я решил пойти раньше. Ну, круто. Что дальше? Твое обучение? А, Потом я перешел работать к стоматологу, ассистентом То есть ты стоматолога. учился и И да, работал да, то есть я не давал себе возможность не иметь денег. Да и я не мог позволить себе просить у родителей, которые тоже очень серьезно проходили иммиграцию, просить у них деньги, потому что у них тоже не было ничего. Я работал сначала у русского стоматолога, а потом у американского стоматолога, которые взяли меня на работу. Впоследствии они говорили мне, что пришел молодой иммигрант русский, который по-английски ни слова не говорит, но понимает, что он делает в стоматологии. Хотите взять? Парней обычно не брали на работу. Ну, я не видел ни стоматологом. одного ассистента Да, парня. но это была очень продвинутая стоматология. Там было 3 врача и много ассистентов, и открытое помещение. М. И они тогда уже занимались имплантами, и я как зубной техник помогал им побочные вещи делать для имплантов. Поэтому, в принципе, я был как бы немой и ничего не понимал, что они спрашивают меня, но зная, что они делают, я мог подавать им, что им нужно. Нет, это интересный тренинг вообще невероятный. Так, хорошо. Это как, То знаешь, есть ты... когда тебя бросают в воду, и ты барахтаешься, и просто учишься плавать. Да. И получается, что на того, чтобы работать dental ассистентом, лицензирование не нужно. Тоже не нужно. Нет. Ну, это в штате Нью-Йорк тогда, наверное, Да. не нужно было. Мгм. Вы создали бизнес, вложили в него силы, но при этом чувствуете, что завязли в рутине. В компании беспорядок, вы перегружены текущими задачами и не можете сосредоточиться на развитии, хотя такие возможности есть. Кажется даже, что вы уже прям не владелец бизнеса, а какой-то универсальный решатель всех проблем, который пытается успеть везде и повсюду и там все проблемы решить. Я сам через это проходил. И я знаю, что любому предпринимателю хочется иметь системную компанию, где все отлажено, сотрудники знают свои функции, а вы при этом занимаетесь не просто какой-то оперативкой, а вы занимаетесь стратегией развития. Компанию, где можно не только зарабатывать больше, но и иметь время на себя и на свою семью. Именно для этого я разработал систему, которая позволяет бизнесу работать без постоянного вовлечения владельца в оперативку. Я сам сейчас управляю компанией с филиалами в разных странах и с командой из 250 человек. И при этом у меня есть возможность решать, куда направлять свое время и свою энергию, и свои силы. Хотите узнать, как создать такую систему в вашем бизнесе? Я приглашаю вас на мой мастер-класс «Как усилить команду, укрепить фундамент бизнеса и выйти на новый уровень». На этом мастер-классе я дам вам пошаговый план для делегирования 80% ваших текущих задач без потери контроля. Методику создания сильной команды, которая будет сама бороться за рост прибыли. Я дам инструменты для автоматизации ключевых бизнес-процессов, которые освободят ваше внимание для того, чтобы вы могли заниматься развитием. Стратегию, как за 60 дней высвободить 30 часов в вашей рабочей неделе для развития бизнеса, ну и, конечно, для вашей личной жизни. Представьте, ваш бизнес растет, прибыль увеличивается, а вы при этом чувствуете себя настоящим лидером, а не какой-то загнанной лошадью. Это я создал для себя в своем бизнесе и помог создать тысячам предпринимателей по всему миру. Регистрируйтесь на бесплатный мастер-класс по ссылке в описании. Дайте своему бизнесу возможность расти, а себе возможность жить полноценной жизнью. Хорошо. Что дальше ты делал? Вот ты практикуешься, по сути, в своей профессии, которой ты в Советском Союзе обучился, работаешь ассистентом. Как дальше? Ну, хочу сказать одно, что, наверное, тот, кто хочет, тот получает, наверное, возможности и открывает перед ним двери.
опять же, я старался и искал. И искал. Мне повезло очень с этими врачами. Они были очень продвинутые, и я считаю, что они были очень грамотные. Интересная история. Недавно я познакомился с пожилым стоматологом, ему 78 лет. Мгм. И мы с ним просто разговариваем. Был митинг. Я тоже немножко преподавал, мы с ним разговариваем. И он говорит, я в Бруклине работал. Я говорю, да, я тоже в Бруклине работал. Говорит, где ты работал? Говорит, я работал в этой клинике. Он говорит, представляешь, и я работал в этой клинике. Говорит, он когда стал врачом, его первая работа была в этой клинике у этого врача. Мгм. Ему получилось, что у этого врача я работал почти 28 лет назад, даже 30 лет назад. И мы соединились, какой маленький мир. Да. То есть эти люди были довольно, стоматологи были очень продвинутые. И один из них, этих стоматологов, решил открыть свою клинику. И он взял меня, и он доверил мне полностью создать эту клинику уже тогда, когда мне было 22-23 года, купить все. Он был левша, то есть нужно было переделать все оборудование на левую сторону. Не так было просто это все. И я был его ассистентом, и мы вдвоем, он был молодой парень тоже, ему было 27-28 лет. Очень такой классный мужчина, доктор, который очень хорошо ко мне относился. Он знал, что у меня машины нету. У него был Porsche 911 Targa, и он меня отвозил домой. Он был итальянец, тоже. У меня была небольшая зарплата, но он меня очень хорошо кормил. И для молодого иммигранта покупать сэндвичи с этим мясом, колкатами было очень здорово. Мы имели классные с ним отношения, до сих пор с ним дружим. Ну, то есть и ты выполнял... А как... Вот смотри, это тоже интересный вопрос такой. Да, кто-то приходит работать dental assistant, там, ну, и ты сам это прекрасно знаешь, потому что у тебя клиника, и ты их нанимаешь, и так далее. Ну, кто-то вот приходит и скорее там ведут себя там, ну, окей, ты мне скажи, я сделаю. Ты мне пошлешь, я пойду. Ты мне там попросишь, я принесу. Да? Ну, очевидно, что таких людей их не просят, а давай ты сделай мне, пожалуйста, клинику, там, займись оборудованием и так далее. Очевидно, что это не так. Что вот в тебе или в твоем отношении или поведении привело, вот как ты считаешь, к тому, что ты стал правой рукой этого доктора и начал заниматься, как говорится, way beyond, то есть совсем, ну, большей сферой ответственности, чем вообще ожидается от dental assistant? Ну, я думаю, что желание помочь — это очень важно, и свое понятие, что я могу дать кому-то, чтобы кто-то дал тебе. Потому что брать, ты все равно ничего не получишь до конца. Есть такая очень интересная, любимая для меня фраза президента Кеннеди. Я скажу на английском, попробую перевести. It's not what can you do for your country. It's not what country can do for you, and what you can do for your country. Это не то, что я могу сделать, что кто-то для тебя может сделать. Это вопрос, что может кто-то сделать для кого-то другого. И это, наверное, правильный обмен между людьми. Ну, слушай, вот то, что ты говоришь сейчас, может часто для людей, которые в бизнесе или наблюдают за бизнесом, довольно странно звучать, потому что процветающий доктор, потрясающая, одна из топовых локаций вообще в Майами, совершенно великолепный уровень жизни, потому что, давай так, часто люди покупают там какие-то красивые лакшери автомобили, Rolls-Royce и Bentley, ну, для того, чтобы производить впечатление, привлекать внимание, там, и тогда, когда они занимаются особенно пиаром, там, social-media, инфобизнесом и так далее, это как бы понятно, ну, им надо. То есть это действительно привлекает внимание, это вызывает доверие и так далее. У тебя совсем другая история. Твоим пациентам абсолютно наплевать, на каком автомобиле ты едешь. То есть очевидно, что ты это просто для себя, просто для удовольствия, для самовыражения. И это великолепно. Да? И очень часто о бизнесе думают так, что, ну, бизнес — это вот как раз у тебя должна быть хватка, когти должны быть, или зубы у акулы, да, там, направлены вовнутрь, чтобы там вцепился и все такое. Но то, что ты сейчас говоришь, оно немножко как бы или противоположно тому, что вот как бы как это соотнести. Очень классный вопрос, мне нравится, потому что, наверное, это моя философия моего офиса. Это я хочу дать больше своему клиенту-пациенту, чем я получаю. Я уже в практике 28 лет,
ты знаешь, как стоматолог. И до сих пор я, допустим, в субботу-воскресенье, если у человека болит, я приезжаю в офис незнакомым людям. Мои пациенты, слава богу, не имеют обычно проблем. Вот, но, допустим, если в субботу-воскресенье у человека болит зуб, и они у нас отвечают телефон 24 часа в сутки, почти 24 часа, и они согласны приехать к нам в офис, я постараюсь помочь им и помогаю им. То есть для меня это очень важно. И мои пациенты тоже знают, что я с ними всегда, в принципе. Они спрашивают меня не только, допустим, по стоматологии вопросы, по медицине, и потому что хороший врач знает других хороших врачей. Ну да, зубы, они все равно не где-то отдельно в вакууме, то есть они втыкаются в тело и так далее. Смотри, а как же вот тоже интересный момент. То есть сейчас очень многие люди говорят, особенно там сотрудников, наемные сотрудники, корпорации, work and life balance, баланс между работой и жизнью. А буквально недавно где-то в Европе ввели закон, что работодатель вообще не имеет права позвонить там в нерабочее время, если он там позвонил или послал смс-ку на какую-то рабочую тему своему сотруднику, его там штрафуют. Слава богу, в Америке ничего такого нету, боже. Да, и вот вопрос. Это довольно... То есть, с одной стороны, да, мы видим эту тенденцию всеобщую, а с другой стороны, ты говоришь, вот мне позвонит пациент, и я приеду. И ты это делаешь, я это знаю. При этом я могу сказать еще одну вещь, то есть мое наблюдение. Вот если, по-честному взять, я же ваш пациент тоже, и ценник-то вполне reasonable, вполне нормальный. То есть у вас ценник не отличается там в 3 раза от... То есть ценник, может быть, несколько выше какого-то среднего уровня. Да. Но очевидно, что зарабатываете вы во много раз больше. Вот как соотносится вот эта идея жизни, работа, баланс, работа в выходные и заработок и популярность? Кто-то сказал, что если ты хочешь зарабатывать деньги, то есть ты не можешь печатать деньги, только одна компания может печатать деньги, это государство. А особенно американское государство. Все остальные мы не можем печатать деньги. Мы должны создать продукт. И продукт должен быть востребован. Наш продукт — это здоровые пациенты и счастливые пациенты. Если мы их делаем счастливыми и здоровыми, они согласны нам платить за это. И, в принципе, наш офис, даже ты знаешь тоже, как пациент, наш офис очень такой веселый, и нет такого напряжения. То есть все имеют такое хорошее настроение. Потому что мы знаем, что мы стараемся помочь людям. Да, это правда. Я могу сказать, что я много офисов видел, и, к счастью, не как пациент, а больше я видел скорее как консультант офисы, и как пациент тоже. И то, что ваш офис действительно отличается, он прям наполнен какой-то жизнью. Потому что обычно, когда ты приходишь в какое-то медицинское заведение, то это всегда какое-то такое что-то такое тяжело-бюрократическое. Да, доктора обычно отличаются. То есть, когда ты уже до доктора добрался, то они уже гораздо более человечные, но сама вся инфраструктура, и это тоже, как говорят, что театр начинается с вешалки, да, то есть очевидно, что медицинский офис тоже начинается с ресепшена, с ассистента. С телефонного звонка. С телефонного звонка, и действительно, и мы же не можем сказать, что у тебя все идеально. Нет. Но то, что есть какой-то другой этот более живой дух, то, что с тобой общаются очень по-дружески, зачастую очень неформально, но тем не менее тактично, эмоционально, это действительно создает атмосферу. Это правда вовлекает, потому что потом... Я просто помню, у меня же были другие доктора. Моя стоматологическая история, она прям длинная, потому что те, кто лечил зубы в школьном кабинете стоматологии, а потом в военном училище, они обречены на то, чтобы продолжать инвестировать в эту область потом всю оставшуюся жизнь. Ничего не поделаешь, за все надо платить. И я могу сказать, что я никогда не видел офиса, в котором такая действительно дружелюбная атмосфера. И когда я проходил какие-то процедуры у моих предыдущих докторов, то есть обычно у меня приходила в голову идея, это просто я делюсь
никогда об этом не говорил, что мне приходила в голову идея, что как вот соотношение цена и то, что я получил, а может быть там сравнить с кем-то еще там и получить у кого-то другого или найти какую-то альтернативу, но все равно какой-то такой вот поисковая машина как бы работала. Когда я начал с вами работать, то у меня эта поисковая машина куда-то отключилась, я об этом вообще не думаю. Это интересно, как это работает на эмоциональном уровне. Но возвращаясь к твоей истории. Окей, то есть ты работаешь dental ассистентом, и ты в это время уже, частично, я так понимаю, техником какие-то штуки, да? Нет, Только ассистентом. Только ассистентом в это время. Только ассистентом и учишься. обучаюсь в колледже на фармацевта. Угу. И я брал намного больше кредитов, чем положено. То есть я быстрее закончил университет, колледж в Америке называется, за 2,5 года, то, что обычно заканчивается за 4 года. И поэтому тебе пришлось брать больше кредитов, чтобы оплатить все курсы, все программы? Нет, это стоило еще больше. Потому что, допустим, если ты берешь больше кредитов, чем положено, ты должен добавлять еще, платить еще больше. Но, опять же, время, я считал, что важнее, чем деньги. Ну, то есть ты, грубо говоря, брал еще больше денег, то есть то, что люди там потратили бы за 5 лет, ты потратил там за 2,5 года. За 2,5 года. Окей. И мой доктор, который работал, сказал, что он меня называл Тони, потому что он итальянец. Говорит: Тони, ты пойдешь в институт, а не будешь фармацевтом. Мой папа фармацевт. К сожалению, фармацевтия в Америке угасает. Частных аптек больше не будет. Вот. И я говорю: я не знаю, где поступлю. Он говорит: заполняй бумаги. И я заполнил бумаги, сдал тест специальный, называется DAT для стоматологии, сдал очень хорошо. Вот. И отправил в 12 школ, институтов. Называется школа здесь, медицинская школа. Ну да, dental school, но это, да. По сути, институт. Отправил 12 институтов. Он сказал: куда я поеду? Говорит: куда тебя примут, туда поедешь. Вот. И Вашингтон, штат, это черт знает где. И, то есть, куда только можно было, мы послали. Для меня это были большие деньги, потому что каждая заявка стоила $50. То есть мне стоило $600 только на заявке, а в то время это $600 большие деньги для меня были. Но, опять же, делать нечего было. Он сказал: сделали. Я пошел только тебя должны приглашать на интервью. После того, как ты посылаешь свои оценки, посылаешь свой experience, где ты работаешь, что делал, и тебя приглашают на интервью. Меня пригласили, в принципе, во все школы на интервью, что очень-очень необычно. Вот, я пошел только на 5, и когда я поступил в Стонибрук, это считается одна из самых лучших школ, он говорит, он был очень тоже хороший врач и хороший ученик, говорит: меня в эту школу не приняли. Я вместо интервью в Колумбии, он и его брат двоюродный забрали меня в клинику, потому что у них там была операция. И вместо интервью я делал операцию, и меня приняли в Колумбию. Без интервью. Так что было интересно. Но разница в цене была огромная. Колумбия, допустим, стоила $200 тысяч в год. Моя школа $28 тысяч стоила в год. Но ее рейтинг был выше. Наш рейтинг считался выше. Она хоть считалась не частная школа, поэтому ее не делали рейтинг. Но у нас было 10 тысяч на 36 мест нашу школу. Но это связано с ценой или это тоже связано с качеством? Как ты выбирал вообще? Качество очень классное оказалось. Я тогда не понимал, что такое качество и цена. В принципе, Колумбия и NYU считалось престиж. Ну да. Вот. Закончил Колумбию. Он закончил Колумбию. Мой доктор, который закончил Колумбию. Но он сказал мне сам: уже когда ты становишься врачом, ты понимаешь, что важнее и какая школа лучше. Он говорит: меня не приняли в Стонибрук. Я очень хотел попасть в Стонибрук. Эта школа невозможно попасть. Говорит: ты идешь туда. То есть я сел в самые лучшие школы в Америке. Это Колумбия, NYU, Университет Пенсильвании, Баффало и Стонибрук. И он, когда узнал, что я поступил в Стонибрук... А Стонибрук где находится? В Нью-Йорке, на Лонг-Айленде. На Лонг-Айленде. Окей. Хорошо. И сколько лет? Я хочу сказать, что, смотря назад, у меня было очень хорошее обучение, потому что очень было продвинутое обучение, потому что там уже в то время разрешали нам, как студентов, как бы принимать пациентов, как врачей, а не просто так с рукой врача другого
пилить. То есть там давали больше И у возможностей, тебя было больше практики. больше А практики. сколько лет? Это было 28 лет назад. Ну, я имею в виду, ты там в 4 года. 4 года? Да, это 4 Потом года. что? Потом, опять же, мой брат врач, педиатр. И он мне рассказал такую историю, когда он проходил свою резидентуру еще в Советском Союзе, в городе Невинномысске. Помните, клиники медицинские, врачебные? Значит, врачи с одной стороны, стоматологи с другой, это все были вместе. Брат мой принимает пациента в своем кабинете, стоматолог в другом кабинете, все молодые специалисты. Выбегает врач-стоматолог, кричит: «Зовите доктора, у меня пациент упал в обморок». Брат мой выходит, говорит: «Дурак, ты же, говорит, доктор». Ты же доктор. Вот, и я хотел стать доктором, а не хотел бы просто. Мгм. И поэтому пошел тоже в резидентуру, что, в принципе, не обязательно было делать. На год в резидентуру в госпитале, Мгм. набить себе руку, потому что учатся на ошибках, а на своем пациенте не очень хочется А ошибаться. резидентура, это имеется в виду как практика Это практика в госпитале, в госпитале? где ты видишь, в принципе, все. То есть я делал и поломанные челюсти, и разбитые носы, и губы, и выбитые зубы. Подожди, какое отношение к стоматологии губы имеет, когда сейчас я потерялся? Ну, все, начиная отсюда и отсюда, это стоматолог. Да? Да, вот эта часть, это То стоматология. есть, если мне нос сломают, можно к тебе тоже приходить? Нос нет, но губы да. Губы, да, окей. Да. И, Хорошо. допустим, челюсть, да. То есть я работал в таком месте, где ломали челюсти, наверное, 3-4 раза в неделю. Мгм. Потому что это был такой не очень благоприятный район. Вот. И там были одни такие не очень хорошие места, клубы. Это что за место? Нью-Йорк, Нью-Джерси. В Ньюарке? В Нью-Йорке, да. О боже, Ньюарк Да. адский городишко. Да. Я там был много-много раз. Вот. Это действительно такое Вот. место И- сложное. И в 3 часа ночи они выходили пьяные друг с другом и дрались, и обычно полностью кровавые, поломанными челюстями. Я такой маленький, щупленький стоматолог. Прибегаю, там в 3 часа ночи должен был их остановить кровь, связать им челюсть, чтобы они шатались, избавить от боли, принять их в госпиталь. И утром мы там решали, что с ним делать. Детей с поломанными зубами, женщин, которых избивали мужики, зашивал это ночью. А в субботу обычно приходишь в клинику, там сидит 25-30 человек с болью. Кому-то нужно удалить зуб, кому-то нужно было удалить нерв. Вот это нужно было сделать быстро и надолго, чтобы не болело. Ну, ты при этом уже зарабатывал, да? Я правильно понимаю? Это минимальная зарплата. Нам Это платили 37 тысяч в год. Ну да, Мы это работали сильно. по 120 часов Вау. в неделю. Вот. Ну, это прямо жесткая практика. Это жестко. Спали в госпитале. Обучение было там, знаете, наверное, как в армию. Когда тебя бросили в армию на буткемп, когда тебе, знаешь, там, ты должен... Курс молодого молодого бойца. бойца, немножко должен быть сильнее, должен научиться стрелять. Вот курс молодого бойца. Чем хорошо была эта резидентура? Наш директор собрал очень-очень хороших врачей, самых больших светил со всего штата Нью-Джерси преподавать нам. И мне преподавали... То есть они вас и обучали? Обучали, да. То есть не только скорой помощи стоматологии, но и качественно, допустим, по руканалам, по удалениям. Нам разрешают делать все. Приходили светилы и говорит: удаляй зуб мудрости. Я говорю: я не знаю, с чего начать. Он говорит: ты давай начинай, если ты запоришь, я тебе помогу. И вот они вот со мной стояли, прямо ассистировали мне и подсказывали мне, как делать. И мы за этот год удалил где-то 6 тысяч зубов. 6 тысяч зубов? За год, За да. год. Сделал, не знаю, сколько там, 1000 каналов, и делал операции на импланты, и на десна, и... То есть со мной сидели люди, которые преподавали другим самым таким хорошим врачам, и они сидели со мной напротив, как ты со мной сидишь, и говорят: ты давай делай, а я, говорю, если запоришь, я тебе помогу. То есть ты не бойся. И вот это вот... Потому что ты на правильном операции не научишься. То есть я правильно понимаю, что ты за вот эту резидентуру год, да? Огромная Ты получил опыт, который 10 лет практики. там эквивалентен 10 10 лет годам практики. 10 да? лет практики, да. То есть круто. Что дальше после резидентуры? Ну, всегда хотел свою практику. Вот. И
даже в это время нашел время подрабатывать в субботу, То воскресенье. есть все-таки у тебя еще оставалось суббота и воскресенье? Не всегда. Не Так. всегда, потому что иногда я должен был И дежурить ты в в субботу, воскресенье. какой-то частной практике подрабатывал? Раз в месяц я должен был дежурить в субботу, Мгм. воскресенье. Вот. Остальные я попросил одного врача арендовать мне помещение, и он сказал, я в субботу, воскресенье не работаю. Слушай, у меня вот этот момент что-то вот уже как бы хочется прям тебя спросить по поводу life-work balance, но как-то это вообще даже звучит неприлично. То есть ты фигачил, значит, в госпитале, в будние дни, в выходные тебе удавалось вырваться в частную клинику, а у тебя в этот момент не возникало, ну, как сейчас возникает часто у молодежи такой вопрос, а как же баланс жизни и работы? Вот мне просто интересно, вот точка зрения, понимаешь, такая вообще была какая-то? Вот какая была точка зрения? Ну, давай так спросим. Вот что такое счастье? Что такое счастье? Наверное, это построение каких-то своих целей и достижений их. Ну да. И человек чувствует себя счастливым. Да, ну ты прав. Ну, слушай, всегда есть еще состояние удовольствия, на которое часто люди разменивают свое вот это настоящее счастье. Ну, тогда не было social media и так далее, и порнхабов, и всего остального, но все равно бухло и танцульки или какие-то другие вещи, они все равно были. 100% в зависимости, что тебе нравится. Понимаешь, что, в принципе, достижение целей. Мы были молодые люди, которые хотели что-то добиваться. Ну, а твои Есть возможность. сверстники, они не говорили тебе, Толик, ты что загоняешься, блин, вообще что происходит? Ты когда жить-то собираешь? Тебе уже 26, Всем, да. 27 Всем лет, я неправильно пишу, 27 лет, а ты все работаешь и работаешь и работаешь. Уже же как бы расслабляться, когда девчонки, танцульки. Мне уже 56 лет, и я все равно обожаю, что я делаю, честно тебе говорю. То есть, наверное, как говорят в Америке или во всем, наверное, мире, если ты найдешь хобби или работу, которая тебе нравится, ты не чувствуешь, что это работа. Но ты не чувствовал себя, что с тобой что-то не так, глядя, как Я до сих пор там не твои чувствую. сверстники дурака валяют? Я до сих пор не чувствую, честно тебе говорю. Честно тебе не чувствую, потому что я обожаю то, что я делаю. И Ну, а что это? Вот смотри, ну что это? Это генетика, это какие-то ценности, заложенные родителями, это испытания, связанные с тем, что вот семья иммигрантов, и это как вот в космос, и все с нуля. То есть что вот? Или это что-то глубже, это что-то такое, что не из ДНК и не из окружения, а откуда-то еще? То есть что это? я думаю, что, наверное, в каждом человеке есть какая-то этика. Вот. И знаешь, у тебя есть хобби какое-то, ты любишь чем-то заниматься. У меня несколько хобби есть. У меня много, честно говоря, хобби есть. Вот. Одно из них, ты знаешь, я люблю играть в шахматы. Это с детства у меня тоже. Вот. Но если у тебя хобби, ты не чувствуешь, что это работа для тебя. Я имею удовольствие от этого. Я прихожу на работу, и я создаю. У меня вот люди, которые обожают меня, дают мне улыбки и говорят, как здорово, что ты помог мне. Мои девочки, которые работают у меня, вокруг меня, тоже мы имеем хорошие отношения. Когда мы едем раз в году, мы всегда едем с моей женой на vacation на месяц. Ты это знаешь, моя жена любит это очень. Вот, я для нее это делаю, скажу тебе честно. Но меня скучаю. То есть я люблю перемены, я люблю помогать, и все равно звоню к своим девочкам и узнаю, как у них дела, и они со мной делятся. Вот, поэтому, в принципе, для меня это хобби. Ты знаешь, что я не пью, не курю, никакие наркотики не употребляю. И спрашивают меня, говорят, ну как ты вот получаешь этот адреналин? Для меня адреналин, допустим, особенно как стоматолога, мне кажется, вообще круто, что если человек приходит ко мне, допустим, в субботу, воскресенье с болью, огромной болью, и я могу их избавить от боли за 30 секунд, для меня это такой адреналин, что, мне кажется, не хочется ни пить, ни курить и ничем другим не заниматься. Понимаешь, помочь человеку. Никто, наверное, в медицине не может таким похвастаться. Я помню, когда у меня болело ухо. Ну да, я тоже тебе не представляю, где еще такое возможно, эти такие чудеса. Понимаешь? И это большое ощущение удовольствия для меня, которое, наверное, замещает вот эти другие удовольствия. Слушай, ну как бы да, но все равно ты же мы сейчас к этому перейдем тоже.
ты сейчас не только просто счастливый доктор, который может за 30 секунд избавить от боли. Я помню прекрасно скорость, с которой ты работал над винирами для меня. Да, я был поражен, на самом деле, потому что до этого у меня был опыт как раз в Clearwater, когда мне удаляли зуб, и это заняло примерно там 2,5 часа, и там и пилили, и долбили, и там вызывали помощь, там чуть ли не соседского слесаря, чтобы он там с разводным ключом помог и так далее. Ну, не то, что это было там ужас, 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 но было там как-то вот совсем вайб другой, да, то есть другая совсем волна. Но у тебя, как у владельца стоматологической клиники, то есть в которой работаешь не только ты как доктор, в которой и другие доктора работают, куча персонала, куча ассистентов, вопросы, связанные с маркетингом, с наймом, с тем, чтобы делать онбординг этим новым ассистентам и так далее. В конце концов, за всем, да, несмотря на то, что там есть и другие доктора, все равно это твое имя, это твоя практика в первую очередь. Но все равно есть же что-то, что вот не вот настолько вот лайтово получается. Что это? Вот какие челленджи у тебя? Ой, это много челленджей. Всегда. Ну, опять же, это игра. Жизнь — это игра. И как шахматы, ты должен создать свою партию, свою комбинацию. Сейчас экономика в Америке поменялась, значит, нужно поменять маркетинг. Значит, мы ищем что-то другое. Постоянно с работниками проблема. Кто-то пришел, кто-то ушел, женился, развелся, забеременел, переехал. Но тебя не высаживает это то, что вот у тебя как бы все это настроено и все работает, потом бац, вторая смена, там помощник не вышел, там что-то где-то профокапили, пациенту что-то там Конечно. перепутали. И вот как к этому относиться, как к игре? Опять же, как в игре. Всегда есть проблемы. Всегда есть проблемы. То есть ты изначально всегда такой был? Нет. То есть в какой-то момент вот ты себе выработал это отношение. А что было триггером вот для того, чтобы ты поменял свое отношение и вот перестроился в этот такой игровой режим? Ну, это комбинация, наверное, всего. Очень много всего произошло. Это, наверное, все-таки осознание времени. И наше время здесь не на миллионы лет. И что, в принципе, надо к этому относиться немножко попроще. Обычно я наблюдаю так, вот честно, что обычно люди меняются и меняют свое отношение к жизни, к сожалению, не через просто какое-то, знаешь, постепенное развитие. Обычно перед этим развитием есть какая-то ситуация, трагедия, проблема, после которой ты говоришь: нет, что-то вот эта история больше не работает, мне нужна какая-то другая история. Не думаю, что у меня такого... Я думаю, что у всех есть трагедия. Но они бывают, это могут быть простые вещи. У каждого человека есть своя трагедия. Я думаю, что жизнь дана нам обучению, пониманию. Кто-то понимает, кто-то не понимает. Мне кажется, может быть, другая жизнь есть, чтобы дойти до этого. Поэтому, в принципе, это путешествие с осознанием. И да, у меня просто, я прекрасно помню, когда я поменял свое отношение к бизнесу, я тоже его в определенный момент поменял. Я прекрасно помню, это был декабрь, 2002 год, декабрь, в Киеве, кабинет, мы с моим совладельцем компании, часов 11 или 12 вечера, ночи, как это назови, сидим, классный кабинет, сидим, курим, мы курили тогда прямо в этом самом. Полная хрень, то есть заказов валом, клиентов валом, производство факапит просто заказы со страшной силой по неизвестной для нас причине. В производстве там примерно 120 заказов, что-то там, понятно, клиенты, то есть за предыдущий день я, значит, разгребаю плеухи от клиентов, которые что-то недополучили. Я говорю своему партнеру, говорю: Толик, все, подошел к концу какой-то этап жизни, потому что больше я так не могу. То есть я больше так не вывезу, а я генеральный директор компании, то есть мы совладельцы, но он за техническую часть отвечает, а я отвечаю за весь бизнес в целом. И я им говорю: слушай, надо искать какие-то решения, надо как-то перестраиваться, нам что-то надо делать с менеджментом, с людьми, потому что есть рынок, мы могли бы дальше расти, но мы даже на этом уровне не сможем удержаться, и я уж точно сойду с ума, на самом деле, со всем этим. При этом то, что было хорошо в этот момент, то, что я не употреблял спиртного,
Там, ну, единственным моим, как говорится, poison был это... Сигареты. Да, это сигареты. Тогда еще были сигареты. Вот. И это для меня вот был такой переломный момент, я очень хорошо его помню, после которого я начал искать решение. Как строить жизнь, как строить бизнес, какое отношение там и так далее. Это тот момент, когда природные таланты, на которых ты выезжаешь и получаешь результаты, в какой-то момент ты понимаешь, что это хреново, блин, что-то уже не вывозишь, уже нужно что-то менять. У тебя был такой какой-то момент в бизнесе, когда ты понял, что надо что-то менять? Ну, я всегда хотел что-то поменять, потому что хочется всегда чего-то лучшего. Вот. И, наверное, в 2015 году я прошел обучение по бизнесу, и там показали мне немножко другую часть бизнеса, потому что, в принципе, я был неплохой стоматолог, но бизнес сам никто не обучал нас. И я прошел школу бизнеса, очень похожую. Вот, На наш бустер, ты имеешь в виду? Да. Вот. И там показали мне вкус и понятие бизнеса, как вести У бизнес. тебя появилась какая-то идеальная картинка, как это могло Как это бы должно быть быть? с точки зрения Организация. бизнеса, с точки зрения Правильная организации. организация. То есть бизнес должен быть организован. И ты сразу побежал это реализовывать, или ты так посмотрел, Это, знаешь, как говорит в Америке, growing pains. Когда ты растешь, тебе все болит. То есть получал плеухи постоянно, твои работники никогда не принимают то, что ты принимаешь. Ты приезжаешь с конференции и думаешь, как-то здорово, сейчас все внедрим, все как получится, и все, бум, они тебя забивают. Слава богу, что начал об этом рассказывать, но у меня же комплекс неполноценности начал развиваться. Вот. Скажу тебе одно. Значит, в один год я сижу перед Новым годом, или после Нового года, даже не помню, и у меня на столе стоит пачка писем. Я говорю, классно, девочки рассылают письма по моим клиентам с праздниками, там, не знаю, что там, пачка такая большая. Я говорю, молодцы, девочки, рассылаете письма. Он говорит, нет, это не письма, это мы посылаем формы, сколько людей ты работали в этом году у тебя и больше не работают. Я посчитал бы, значит, у меня... То есть я брал на работу, через 2 недели они не срабатывались и уходили. И мы как работодатели должны им в конце года давать для их отчета W2 форм. Ага. Я посчитал, это было... Значит, у меня в офисе работало, наверное, 5 человек. У меня была папка где-то 37 человек, которая уже не работала в этом году. Это за год. Ну, это много, это вообще, это много, да. Это много. Ну, опять же, это обучение. То есть мы понимал, что надо брать на работу правильных работников, которые с тобой солидарны и стараются воспроизвести твои идеи. Допустим, сейчас мы с тобой разговариваем, 2 моих работника обучаются. На обучении прямо сейчас? Прямо сейчас. Сейчас с ними разговариваю в 10 часов вечера. Я смотрю, что вот эта тема с work-life balance тебя даже в отношении работников не сильно трогает, потому что сегодня у нас суббота. Они учатся. Вот прямо сейчас они учатся. Шикарно. Что ты чувствуешь по этому поводу? Честно говоря, я с ними вчера в 10 часов вечера разговаривал, и они с таким энтузиазмом мне говорили, как они обучаются. И я создал эту пару, потому что мы открываем новый офис, ты знаешь. Да. Вот. И я уже заранее создаю команду для этого офиса. Я говорю, вы будете главный. Это доктор и менеджер, там главный менеджер. И говорю, вы должны... доктор обучается? Да, конечно. Это победа. Вот. Доктор, главный менеджер. Доктора, по-моему, это самые сложные ребята с точки зрения... это очень сложно, потому что каждый доктор считает себя самым умным, самым эффективным, знает все. Вот. И они оба обучаются, потому что я сказал, вы как в баскетболе. 5 человек играют. Ни один человек не может быть слабым. У вас 5 человек. Если кто-то слабый, вся команда страдает. Я говорю, вы вот едете, создаете свою команду. И вот они с таким энтузиазмом говорили, что мы стали еще ближе с друг другом. И намного лучше понимаем. И я тренировала, и доктор говорит, я тренировала менеджера. Менеджер говорит, я тренировала доктора. Это очень разумно, послать и доктора, и менеджера. Слушай, наше интервью с тобой, общение будут смотрят, я думаю, много ребят из разных стран мира, не только из Америки. И часто возникает такой вопрос, а чё Америка-то? Все дорого, никто работать не хочет, налоги высокие, бизнес трудно вести,
Он как бы, ну, тем более медицинский, он лицензируемый. Дорогие медицинские страховки, дорогая медицина, все ужасно. Что ты по этому поводу думаешь? Я понимаю, что ты все-таки всю сознательную жизнь прожил, проработал в Америке, но я знаю, что у тебя есть друзья с разных стран мира, и ты имеешь некоторое представление, как это в других странах происходит. Что ты по этому поводу думаешь? Классный вопрос, мне очень нравится. Спасибо, что ты задал этот вопрос. Помнишь, я сказал, что я работал $3 в час получал? Вот. Мой дядя был врач, и он ездил на машине, которая стоила там $3500, когда заканчивается ее лист, или там даже должен был выкупить ее. Я посчитал, что если я работаю $3 в час, там не кушать, не пить, не есть, я смогу себе это позволить в течение, допустим, года. И я понял, что это страна возможностей. То есть, когда ты зарабатывал мытьем бутылок $3 в час, Я ты уже мог себе понял, позволить, если я очень хотел, добиться и получить эту машину себе сам. То есть это страна возможностей. Мы путешествуем довольно много. Мне очень нравятся разные страны. Италия, Франция, Сингапур, Япония. Мы приезжаем обратно, и я понимаю, что это моя страна, потому что есть возможность. а что в ней твое? Вот что тебя... Возможности. Есть возможности. Здесь Ну, а что такое возможность? Что ты имеешь в виду? ты можешь работать, и ты знаешь, что я имею Rolls-Royce, ты знаешь, что я имею Bentley, у нас квартира на первой линии. То есть, в принципе, я не такой богатый и знаменитый, как я считаю. Потому я знаю, что рядом со мной живут биллионеры. У нас пациенты есть биллионеры. Джефф Безос, Том Брейди, Трампы. В нашем доме живет 3 биллионера. А это, ты знаешь, не так много биллионеров в мире. Поэтому говорю, что, в принципе, это страна возможностей. Если человек что-то хочет, то он может создать. Я считаю, что в этом, наверное, прелесть Америки. Ни в одной стране, в которой я путешествовал, я не видел таких же возможностей, как у нас. Я вижу, допустим, в Италии, Франции молодежь не может иметь работы. Если человек хочет работать здесь полно всего и возможностей. У меня есть пациенты, которые тоже с нуля имеют свои франчайзы. Большинство биллионеров в Америке, между прочим, ты знаешь, они не получили деньги от родителей. Они заработали сами. Да, насколько я помню, в Америке у нас примерно 1000 миллиардеров. И, ну, не так уж и много, на самом деле, на довольно большую страну. И большую часть это такие self-made ребята. То есть они действительно сами все заработали. Сами все сделали, да. Хорошо. В чем секрет? Ну, смотри, есть много докторов. И хороших докторов, и классных докторов. Но я говорю, вот я не могу вспомнить ни одного из них, кроме тебя, кто может себе позволить комфортно жить на первой линии, на океане, в одном из лучших районов Майами, в роскошных апартаментах с видом на океан, заботиться о своей семье, заботиться о своих детях, там, развивать бизнес, путешествовать и так далее. То есть я не буду спрашивать тебя, сколько ты зарабатываешь. У меня очень большая насмотренность в бизнесе, я и так понимаю, сколько ты зарабатываешь. Вот. Но почему? Что отличает? Вот как ты сам? Тебя же спрашивают об этом твои коллеги постоянно, так ведь? И ты же сам на этот вопрос отвечаешь как-то? Конечно. Номер один – это желание. И ты должен... То есть им не хватает чего? Не хватает желания? Недостаточно... Кроме желания ты должен что-то делать, действие. Сначала должно быть желание. Это первое. Потом многие желают, многие мечтают. О, я хочу, я хочу, я хочу. И кроме этого «я хочу» у них ничего не получается. Должно быть действие. Должен быть небольшой риск. И, конечно, обучение тоже очень важно, потому что человек должен понимать, что, наверное, в любом бизнесе можно понять, что уже было это создано кем-то другим. Нужно понять хороших предпринимателей, посмотреть, что у них хорошего взять, и учиться у них. Есть хорошие курсы, как твои, например, которые тоже делают структуру бизнеса. А насколько важно? Ну, хорошо. Вот понятно, что медицинская сторона это важно. Понятно, что вайб в офисе важен. Но это все обучение. Как это все связано с организацией бизнеса, с структурой, обязанностями, какими-то регламентами? Это все обучение. Все обучение все равно. Я не такой был разговорчивый, как сейчас. Это обучение.
работниками разговаривать, как это обучение, структура офиса, обучение. Медицинское. Я учился как стоматолог, я тоже обучался, и это заняло довольно много времени. Когда первый раз подумал, когда ты удаляешь зуб, это больно, а поставить зуб на место — это еще больнее. Это мое понятие было стоматологии, так я понимал. Понимаешь, то есть это все обучение. То есть... Ну вот смотри, вот есть ребята, которые, мы же их знаем, и у нас много общих знакомых, в том числе стоматологов, и не таких успешных, как ты. Они же в среде, им же говорят: слушай, там, Петр, условно Петр, что он? Тебе бы вот надо сейчас там поднапрячься в отношении маркетинга, или тебе бы вот надо обратить внимание на там персонал, или на это, на это. Ну, то есть, как бы, даже окружающие люди все равно стараются и как-то им помочь, дают им рекомендации, это раз. Второе, сам человек, потому что когда ты смотришь на свой бизнес, ты все равно понимаешь, где у тебя такой-то weak spot, да, то есть где у тебя это слабое место, которое тебе надо усилить. С моей точки зрения, достаточно быстрый там успех в бизнесе, у тебя здесь 7 лет этой клиники, и ты обслуживаешь таких там суперзвезд, вот как ты говоришь, Трампов, обслуживаешь миллиардеров и так далее, и это быстрый результат. То есть это не 40 лет, это 7 лет. И к тебе вот в чем разница? Почему, когда люди даже понимают, что надо бы что-то с организацией сделать, как-то подтянуть, как-то с персоналом заняться, как-то с этим самым. Да они-то это понимают, почему ты делаешь, а они не делают. В чем отличие? Ну, наверное, они не имеют страха. А почему у тебя нет страха? Куда ты дел страх? Как это? Ну, наверное, когда ты... Я могу сказать так. Если ты повар, и ты умеешь готовить хорошо торт, ты можешь его создать, этот торт, и в Америке, и, наверное, и в России. Ну да, там другом... чуть-чуть ингредиенты, да. Там оборудование. Только, допустим, мы недавно кушали в новом ресторане, тоже наши пациенты, хозяева очень классного ресторана, и мы были на открытии, и, скажем, было неплохо, но не было отлично. И когда мы пообщались с поварами, с хозяевами, говорят: ты понимаешь, что даже классный повар на новой кухне должен прилочиться. Через месяц мы пришли к нему в ресторан, было просто идеально. Вот. Но опять же, это тот же повар, просто надо прилочиться. Но нужно взять риск. Нужно взять ответственность за это, нужно обучение. Здесь очень много факторов. Америка для смелых? Конечно. Любая страна для смелых. Я думаю, возможности есть в любой стране, но в Америке есть намного больше возможностей. Потому что страна предпринимателей. То есть, в принципе, Америка создана маленьким бизнесом. Потому что вот все, что движет, наверное, Америку, это маленький бизнес, не небольшие конгломераты. Да, это ты верно заметил. Одна из больших особенностей в Америке, которая меня тоже поразила, когда я приехал, это состоятельность и успешность маленьких бизнесов. Потому что в других странах мира маленький бизнес — это вообще какой-то, немножко изгой там экономики. Да? В Америке маленький бизнес — это основа экономики. И этим все просто насыщено. Это просто везде. Это действительно так. И поэтому я всегда говорю, что если ты если ты достаточно смелый, ты успешно делал бизнес с нуля в своей стране, то ты в Америке сделаешь то же самое во много раз быстрее. Я не говорю, что без усилий, я не говорю, что без боли и страданий, без смелости и жертв, но то, что во много раз быстрее, это точно. 100%. И я хочу сказать, что у меня очень много пациентов новоприбывших, и я вижу, как они быстро организовываются, правильные ребята, делают такие бизнесы мультимиллионные. Просто молодцы, я очень, очень рад за них. Да, слушай, стоматология вообще это очень высококонкурентная область. Каждый год dental schools выпускают в Америке там больше 6 тысяч новых докторов. Понятно, что уходит кто-то на пенсию, но, правда, сейчас все позже и позже уходят на пенсию. Вот. Но, тем не менее, то есть это высококонкурентная область. Практически на каждом плазе, там, в каждом блоке множество стоматологических клиник. Понятно, что и потребление большое, но, тем не менее, и конкуренция очень большая. Как тебе удается побеждать эту конкуренцию как-то? Тем более, такие города, как Майами, Нью-Йорк, Белл-Харбор.
или там Сан-Франциско, там, это города с очень высокой насыщенностью. То есть это города, в которых, грубо говоря, делать маркетинг не очень просто, потому что здесь все пестрит объявлениями. Если ты пытаешься там в каком-то Google Maps найти, то есть тебе сразу вывалится в каждом блоке десяток стоматологии, которых новый пациент не отличит никогда в жизни ни по названию, ни по специфике, вообще ни почему. И как бы в которой часто люди ориентируются, ну как выбрать, как? Ну вот где дешевле, там и пойду. Ну что-то в этом роде. Как удается выдерживать в этой конкуренции, что ли, как маркетинг делать? Ну, скажу тебе честно, что я не смотрю за этим. Я Хм. делаю то, что я делаю. Как, вот что это значит? Я не понимаю. Я создаю свою игру. А то, что другие делают, меня, честно говоря, не очень Но волнует. ты же каким-то образом привлекаешь новых пациентов. Ну, Какой твой secret sauce? Ну, мы вот сидим, допустим, в офисе, и мне создается идея какая-то, и я просто ее воспроизвожу. И, честно говоря, наверное, хорошие создатели, хорошие бизнесмены, они родоначальники чего-то. То есть они что-то необычное. И мне нравится необычное. То есть я могу сидеть... У нас много маркетинга, много лого, мы очень сообразные в нашей клинике. Ну, когда к тебе заходишь, да, ты видишь яркие, красивые, кстати, очень нетипично для стоматологии. Это яркие, красивые цвета, даже все эти отзывы пациентов, они брендированы вашими этими пестрыми, красивыми штуками. Это форма очень красивая, такая юниформ, которая выглядит, ну, просто, я не знаю, я почему-то, когда в медицинские учреждения захожу, я вижу стандартную вот эту обычно синюю форму, она уже навевает какие-то грустные, знаешь, какой-то грустный вайб. У вас такая форма. И запах. Современная. Запах, все эти фоточки, там вот этот торт в виде Роллс-Ройса с доктором Риппа, который потом порезали, значит, на кусочки и так далее. Очень много такого не классического, не стандартного для медицинской области вайба. Поэтому ответ на твой вопрос, потому что я не смотрю, что другие делают. Меня больше волнует, что мне интересно. И создаю, в принципе, даже пациенты такого же калибра к нам приходят. То есть есть пациенты, которые от нас уходят, потому что это энтузиазм, это счастье. Но меня к вам притащили мои друзья. И это тоже интересная штука, потому что когда я в Америку приехал 8 или 9 лет назад уже, я начал работать с бизнесом, и я обнаружил одну потрясающую вещь, что рекомендации, referrals в Америке работают намного лучше, чем они работают в любых других странах, особенно постсоветских странах. Я это связываю с тем, что в постсоветских странах люди более осторожные, они как бы больше, удерживают себя, боятся. А Америка — это все-таки страна с потребительской культурой. А потребительская культура — это, знаешь, это когда ты нашел классный ресторан, и ты такой: вау, я супер победитель, потому что я нашел классный ресторан, и ты всем об этом рассказываешь. Это как это самое, голыми руками медведя в тайге задушил. Так вот, в потребительской культуре найти какой-нибудь вкусный ресторан или хорошее место — это примерно тот же самый повод для гордости в этом. А вот какую роль у вас рекомендации, referrals в маркетинге имеют? Огромная. То есть, в принципе, у нас называется внутренняя рекомендация, то есть мы поощряем это, мы создаем какие-то интересные вещи, раздаем какие-то вещи. То есть люди просто говорят о нас. Ну, опять же, качество. Все равно я говорю своим девочкам, что рекомендацию дают, когда ты хороший сервис имеешь, тебе, может, скажут спасибо. Когда ты сделаешь очень-очень-очень хороший сервис, тогда тебе сделают рекомендацию другому. У нас на Гугле почти 1500 отзывов, что в стоматологическом офисе очень тяжело Это сделать. редкость. Это редко, да. Потому что, в принципе, когда кому-то что не понравится, они с удовольствием напишут тебе плохое ревью, плохую рекомендацию. А хорошую надо просить, надо умолять. Но мы не умоляем, не просим. Я говорю девочкам, которые работают у меня, пациенты должны запомнить что-то, что понравилось, очень-очень понравилось. Правда ли это, что
это тоже мое наблюдение, у меня такое ощущение, что в Америке очень много малого бизнеса живет вообще полностью на referrals, то есть они вообще не тратятся на маркетинг особо и живут только на рекомендациях. Что ты об этом думаешь? Сложно сказать мне, потому что у нас много маркетинга, хотя у нас много рекомендаций, но все равно нужно, чтобы хорошо продвигаться в бизнесе, чтобы двигаться вперед, нужно какое-то определенное количество новых пациентов. Как ты своих celebrities получил в пациентах? Наверное, рекомендации, потому что я не буду назвать кто, но окей. они пришли, одни очень знаменитые люди, пришли сначала их помощники, получили сервис, посмотрели, что у нас все культурно и нормально. И потом пришли сначала дети, потом пришли и они тоже. Окей. Хорошо. Как ты считаешь, вот если мы говорим, конечно, о твоем бизнесе в первую очередь. Вот 25-й год идет, и ты сам упомянул, что нас ожидает, и мы видим некоторые изменения. Всегда перемены. В поведении людей, очевидно, в экономике. То есть сейчас многие говорят о предстоящей рецессии, и есть все причины, почему об этом говорить, каких-то потенциальных дизастеров в области real estate, фондового рынка и так далее. Инфляция у нас, конечно, по сравнению с маем прибилась к нормальному значению, но это еще не обязательно финал. Какие-то изменения, которые, как ты считаешь, нужно сделать в маркетинге в 2025 году? Если мне нужен кристалл. Я практикую 28 лет. И хожу на очень много стоматологических форумов, и стоматологи всегда жалуются. Плохая экономика. 28 лет я это слышу. 28 лет плохая экономика. 28 лет. Всегда что-то происходит. Это что-то напоминает про танцора. Да, наверное. Я помню эту историю про танцора. Всегда проблема. В нормальном бизнесе, любой бизнес должен, особенно маленький. Почему он маленький такой живучий? Потому что ты можешь перестроиться довольно быстро. Большой бизнес намного сложнее. Я когда приехал во Флориду из Нью-Джерси, я работал в большой компании, тоже стоматологической. И они, чтобы получить какой-то продукт, допустим, мне нужно какие-то материалы, это нужно было сделать заявку, получить одобрение у этого менеджера, получить у этого одобрение менеджера. То есть 2-3 месяца, и я мог не получить эти материалы. Которые тебе нужны для работы. Которые мне нужны для работы. Я что делал? Я просто покупал их сам и говорю, мне не нужны, я делал. В маленьком бизнесе ты можешь намного быстрее двигаться. То есть, в принципе, моя маркетологическая компания меняется каждый месяц. Мы постоянно смотрим за ней, что работает, что не работает, какие-то идеи, мои идеи, новые идеи моих работников. Мы слышим заявки пациентов. То есть постоянное движение, постоянное изменение, наверное, это... То есть, с твоей точки зрения, если ты живой и все время мониторишь ситуацию, что-то делаешь, и ты относишься к малому бизнесу, то не стоит каких-то больших вещей пугаться и так далее. Да, если бы ты начинал... давай представим такую вещь. Ты такой же, как ты, мудрый, умный, целеустремленный, тебе 21 год или 25 лет или 30 лет, и ты с нуля начинаешь в Америке. Что бы ты делал? Это интересный вопрос. 21 год. Главное, наверное, желание работать. Возможности есть всегда. Ты бы что сейчас сделал? У тебя нет диплома, у тебя нет образования, у тебя есть 21 год и желание работать. Что бы ты делал? Английский есть или нету? It's a good question. Так, хороший вопрос. Давай возьмем так. Нет, есть такой хреновенький школьный английский. Кстати, он за эти годы он стал лучше в постсоветских странах, и в Европе он стал намного лучше. Сейчас это удивительно, но сейчас школьники и выпускники каких-то университетов, они выходят, и они прям говорить могут. Вау! То есть, на уровне, на уровне каком-то... Давай так сделаем. Если бы я был бы не я, допустим, не я, потому что я обожаю медицину и стоматологию, давай мы не исключим меня как персональность, то, наверное, все-таки
создания чего-то, какого-то бизнеса, как или финансового бизнеса, или, наверное, столько... Мне кажется, сейчас возможностей намного больше у молодежи, чем было раньше. То есть столько А почему разных... возможностей больше у Потому молодежи? что намного проще. Я могу быть маркетологом сейчас и делать кому-то маркетинг классный, и жить на Бали, и общаться с тобой, и делать то, что тебе нужно, и очень просто это делать. Ну, я согласен, гораздо проще найти клиентов по всему миру, чем найти на Брайтон-Бич. На Брайтон-Бич, Да. и это ты должен делать руками, а здесь ты имеешь компьютер, и ты можешь делать, в принципе, все, что ты хочешь. То есть главное грамотность и понимание, что ты делаешь, и возможность заработать деньги сейчас, мне кажется, намного проще, чем когда-либо. Приезжают ребята, которые сейчас тоже без языка, они открывают траковые компании, это сложный бизнес очень, но они, вижу, довольно достойно живут. Сейчас очень хорошо развивается в Америке строительная индустрия, очень востребована. Переделки, ремонты, просто невозможно найти никого. Ремонт сейчас особенно актуален. Да, После... да. То есть, в принципе, мне кажется, в Америке не заработать деньги может только ленивый. Все остальные могут заработать. А если бы ты захотел делать такой бизнес, который ты делаешь сейчас, и вот тебе 21 год, и ты уже знаешь как бы весь ландшафт и так далее, есть что-то, что бы ты сделал по-другому? Да, я бы пошел бы на обучение раньше. То есть я начал учиться работать в 1997 году, свою практику имел. Я не знал ничего. А чему бы ты пошел учиться раньше? Организации бизнеса. Организации бизнеса. Организации бизнеса, общению, как ставить, как обучать работников. То есть то есть я брал это на своем горбу. То есть был офис за мой энтузиазм. То есть я правильно понимаю, что ты все время обучался как доктор, и тебя совершенно не готовили никак в принципе, что тебе надо будет кем-то управлять, кого-то нанимать и там как-то что-то считать? Полный ноль. То есть это вообще ноль вообще в этой программе? Ноль. Я пришел, когда первую свою практику, я работал, в 97 году работал на 2 врачей. Один перестал работать, потому что он получил травму, и он продал свою часть другому врачу, а этот врач умер. В тот же самый день, когда он продал. И мне говорят, молодому пацану, 27 лет, говорит, слушай, говорит, есть практика, он умер, хочешь купить? Я говорю, да, хочу. И в первый день я прихожу на работу, и я не знаю ничего. Слава богу, что у меня был менеджер, Я доктор, который... кто вы все, да? Да, я умел там пилить зубы, и все. Они медицинские формы, какие лайсенсы, какие документы, ничего не знал. В успехе твоем как доктора, как владельца клиники популярной, процветающей, прибыльной, какое соотношение между твоими... Ну, смотри, я не говорю о медицинском успехе, да, как именно доктора, а именно как основателя клиники, как бизнеса, человека, управляющего бизнесом. Какое соотношение, вот ты считаешь, между быть экспертом в медицине и быть экспертом в области управления? Какая роль? Я думаю, тебе понравится ответ, потому что, наверное, 0,90, 0,100. Если у нас говорили в институте, что тот, кто не умеет, кто плохой врач, будет хороший бизнесмен. Потому что, в принципе, если они ничего не могут делать, они создают бизнес, они учат бизнес. Угу. То есть, в принципе, да, не 100, 10-90. Ну, это жестокая штука, потому что я помню, как-то меня в Темпо пригласили выступить перед владельцами стоматологических клиник. И у меня было там всего 40 минут, и я говорю, организаторы, а что вы хотите-то? Ну, они говорят, вы знаете, вот они не хотят бизнесом заниматься, они доктора там и так далее. И, в принципе, вот в этой презентации за 40 минут основная идея была такая, что-то вроде того, ребят, кто из вас доктора? Поднимите руки. Хорошо. Кто из вас любит этим заниматься? Хорошо. Кто из вас мечтает именно этим заниматься всю вашу жизнь? Хорошо. Вот у вас бизнеса не будет. Теперь, кто хотел бы заниматься бизнесом? Поднимите руки. Что-то вот типа такого. На самом деле, это же действительно охренеть какой челлендж. То есть ты любишь заниматься медициной, ты любишь лечить. Ты учишься много лет, практикуешь много лет.
И потом ты строишь бизнес стоматологический, и ты понимаешь, что для того, чтобы бизнес рос, тебе нужны вообще другие знания, Абсолютно. вообще другие навыки. Это вот как это ощущается? Ну, во-первых, хороший врач обычно не очень хороший бизнесмен. И нас никто не учит. Обычно хороший врач плохой бизнесмен. Потому что у нас очень много эмпатии, то есть сострадания к пациенту. Вот. И это хорошо, в принципе, но немножко оно плохо, когда ты с работниками имеешь дело. Понимаешь? Поэтому, в принципе, если бы у меня была возможность понять это раньше, это было бы проще. То есть, в принципе, первые, наверное, 20 лет я тянул это как, знаешь, как лошадь. Неосознанно. Неосознанно. И разница соотношения, допустим, когда ты лошадь или машина. То есть у тебя одна лошадиная сила или 100. То есть когда ты имеешь какую-то структуру бизнеса, это совсем по-другому. И опять же, многие не понимают, что да, я врач, я хочу помогать людям, но если ты неправильно делаешь свой бизнес, у тебя этих людей нет, ты некому помогать. То есть это очень взаимосвязано, но нас промыли мозги, что врач не может быть бизнесменом. Но это неправда. Ты здесь должен помогать людям. Как ты привлекаешь человека, как они узнают о тебе, что ты хороший или плохой. Как ты сказал, у нас очень много врачей, но хороших врачей довольно мало. То есть, в принципе, нужно все равно говорить о себе, чтобы привлечь кого-то, чтобы они могли понять и выбрать, кто хороший, кто плохой. То есть для того, чтобы в твоем бизнесе преуспеть, должен быть некий баланс. Ты должен быть и врачом, и ты обязательно должен быть организатором, бизнесменом, и заниматься всеми этими унылыми оргструктурами, инструкциями, обязанностями, персоналом, обучением и так далее. Я хочу сказать одно, что когда я был только врачом, я не очень был доволен, мой стаф был не очень доволен, и пациенты не очень довольны. Теперь у меня я доволен, стаф доволен, и пациенты довольны. То есть структура есть, и это удовольствие и счастье всей этой структуры намного больше, лучше, чем когда ты не имеешь этой структуры. А ты видел докторов, которые хорошие доктора, но у которых вот именно эта часть бизнесово-организационная, такой blind spot, и которым ты вроде как и намекаешь на это, и показываешь, но они вот все равно для них это слепое пятно, и они все равно туда смотреть не хотят. Традиционно стоматологи очень консервативные врачи, допустим, простые врачи, они общаются с другими врачами очень часто в госпиталях, там, на разных форумах. В стоматологии ты один доктор, у тебя вокруг бегают 12 человек ассистентов или там стафа, девочки, и слушают тебя, и ты как бы маленький Царь и бог, да. маленький Наполеон. Так. Да. Вот. И поэтому поменять их мнение довольно сложно. Они довольно закостенелые разум. И чем они платят в результате? Я помню, когда учился еще в колледже, мой профессор по социологии говорит: зачем ты хочешь быть врачом? Говорит, стоматологом. Говорит, почему, я спросил? Говорит, это самый большой процент суицида, самоубийств в мире. Потому что, когда ты замкнут там в своем кругу, и ты стараешься помочь, а у тебя не получается, ты несчастлив. И поэтому единственное, они пьют алкоголь, пользуют наркотики, и поэтому самоубийство, поэтому я не думаю, Ты меня пугаешь, не продает идею, знаешь, что стоматологи пьют и пользуют наркотики. Так что, ребята, то есть если вы хотите раньше начать заполнять эту пустоту в отношении менеджмента, управления, если вы классный специалист в какой-то области, не обязательно доктор, вам нравится делать свой бизнес, но вы понимаете, что есть еще вот эта вторая организационная часть, я вам очень рекомендую, и по совету Анатолия тоже, побыстрее с этим начать знакомиться. Это можно легко сделать, если вы придете на мой бесплатный мастер-класс о том, как построить систему, как построить команду в бизнесе. Я оставлю ссылку в описании к этому видео. Это очень важно. Структура — это очень важно, и я вот уже заранее строю свой офис, уже стараюсь сделать структуру. Ну, сейчас у тебя есть обе стороны. У тебя есть прекрасные, вдохновляющие цели и искреннее стремление помогать людям, как доктору, и ты его великолепно реализуешь, и это кайфово быть твоим пациентом.
И у тебя есть уже вот эта сторона, связанная с организацией. Какие планы? Что ты видишь в будущем, что ты строишь? Хочу сказать, что я очень хочу взять твой курс, потому что я хочу масштабировать свой офис. То есть, в принципе, мои девочки хотят расти тоже и в зарплате, и в должностях. И я им даю возможность это, потому что у меня очень классная команда, и они хотят расти. Я считаю, что нужно помогать им расти. И для того, чтобы расти, мне нужно не один офис, не два офиса, а 5, 10, 15, 20, и 30, и 40. То есть, в принципе, я не ставлю никакого лимита. Ну, после 10 уже, в принципе, уже просто, да? Разницы уже нет. Спасибо, я хочу попробовать. Это другая игра. Мне интересна другая игра. То есть игра, жизнь-игра, бизнес-игра. Мне просто интереснее разные игры. Вот. Ну, мне очень нравятся твои амбиции, потому что это, кстати, очень хорошо комплается с тем, что мы делаем, потому что мы много лет, 15-16 лет, мы помогаем строить систему управления, менеджмента, обучать сотрудников, выращивать руководителей. Это классная, необычайно интересная деятельность. Мы это на китайском делаем, на английском, на русском, будут другие языки, будут другие страны. Но 2 года назад мы начали другие вещи делать. Мы некоторым из наших клиентов, кто уже хорошо и менеджмент сделал, там, и продукты годные, мы помогаем развиваться дальше через слияние и поглощение. Вот сейчас эти проекты уже идут. Они пока в самом начале, в основном в Америке, естественно. Но это очень тоже интересная область, потому что быстрый рост бизнеса, быстрый рост локации хорошо делать через слияние и поглощение, но это нужно чем-то наполнять. Это нужно наполнять вот такими миссиями, такой вот любовью, такой заботой, стандартами и так далее, для того, чтобы это действительно классно работало. Так что, может быть, мы когда-нибудь к этому придем. Это действительно интересно. То, что ты говоришь, мне нравятся твои цели, мне вообще нравятся люди. Знаешь, самое для меня большое разочарование всегда это, когда к тебе приходят в резиденты владелец бизнеса, хороший бизнес, там средний, полный бардак, он проходит там программу, он все строит, и потом покидает компанию и занимается велоспортом, триатлоном, в Африке охотится на диких животных или уезжает медитировать в Тибет, как бы, потому что бизнес работает, он налажен, как бы все весело. И я каждый раз, когда смотрю на такое, я как бы рад, с одной стороны, а с другой стороны я понимаю, какой колоссальный потенциал, да, что у него настолько классные, все налажено, классные процессы и так далее, и надо дальше двигаться. А он поехал медитировать в горы. Ну, хорошо, если вернется потом. Помедитирует некоторое время, вернется, там можно... Озарение разведет. Да, и это тоже интересная штука. Это связано с масштабом цели. Это связано с вот этим масштабом желаний. Какому количеству людей ты хочешь причинить непоправимую пользу, так сказать. Это... Хорошо, ладно. Нам уже надо, наверное, заканчивать. Прежде чем мы закончим, вопрос такой. Вот ребятам, которые размышляют над тем, чтобы делать бизнес в Америке, не делать, ехать в Америку, делать бизнес, покупать здесь какие-то компании, открывать с нуля, как-то еще искать себя в Америке, что бы ты им посоветовал? Меньше думать. А почему меньше думать? Это берет время. Действовать. Ну и, наверное, все равно ни к чему не приводит, потому что, чтобы думать, тебе нужны действия. Фактура. Тебе нужно пробовать. Если ты хочешь что-то, надо пробовать. Потому что не все получается сразу. Бывают победы, бывают неудачи. Мы получаем больше, наверное, знаний от неудач, чем от побед. Но, в принципе, чем больше ты сидишь и думаешь, тем меньше у тебя что получается. Надо действовать. Я люблю действовать. Действовать. Моя жена потом подметает за мной. Но это хорошо, когда у тебя есть такой человек, который... У меня очень хороший человек. Это, наверное, еще одна самая большая... Наверное, не одна самая большая. Это самая большая заслуга, что у меня есть тыл, который меня всегда защищает. Круто. Я тебя поздравляю. Спасибо. И спасибо тебе большое. Это было необычайно интересное общение. Я задавал практически совсем не те вопросы, которые планировал задавать. Но мне просто было интересно у тебя об этом узнать. Я хочу сказать тоже, что, в принципе, я сейчас познакомился с тобой намного раньше, чем ты познакомился со мной. Вот, потому что я знал о тебе давно, и идея с тобой познакомиться, и
мое видение моего бизнеса, масштабирования, я все равно постараюсь как-то еще с тобой не только встречаться на подкастах, но и персонально, чтобы ты меня поставил на правильный курс, как это сделать тоже. Потому что Я мне с очень удовольствием. Теперь, тем более мы с тобой теперь живем через дорогу. интересно. 100%. Практически. Хорошо, спасибо и до встречи. До встречи.